Всем привет! Мы продолжаем рубрику, посвященную различным военным автомобилям из моей коллекции. И сегодня я вам покажу довольно необычный, редкий и мало кому знакомый немецкий автомобиль MAN 630. Эта модель идет в коробочке Premium Classics, она появилась в продаже в начале 2020 года. Стоила модель в Европе 80 евро, это средний ценовой сегмент, примерно так и стоят различные европейские грузовики. И в плане проработки эта модель намного богаче, чем, например, аналоги от XO Motors, которые стоят не намного дешевле. И это второй MAN 630 в моей коллекции. Где-то месяц назад я вам показывал похожий грузовик, тоже от Premium Classics, только с обычным бортовым тентованным кузовом. И та модель мне откровенно попалась бракованной, очень много криво установленных деталей, также пятна клея, отпечатки пальцев на самых видных местах. И у того грузовика было сломано водительское зеркало заднего вида. Я его подремонтировал, но тоже мало приятного, когда за эти деньги вы получаете модель с таким качеством сборки. А этот грузовик, наоборот, собран более-менее аккуратно. Здесь нету пятен клея, во всяком случае, в видимых местах. И в плане покраски эта модель тоже не вызвала каких-либо нареканий. И мне нравятся различные грузовые автомобили, не только отечественные, но и импортные. Регулярно пополняю ими свою коллекцию. И, возможно, кого-то из вас тоже заинтересуют эти автомобили. И на территории Российской Федерации подобная техника не пользуется большим спросом по ряду причин. Это и высокая цена, и мало кому знакомые автомобили. Но не так давно был анонс у Start Scale Models, и в феврале 2021 года похожие модели выходили под брендом SSM в двух вариантах окраски. И у SSM первая модель была тоже темно-зеленого цвета, только верхняя часть надстройки была песочного цвета, а второй грузовик был бежевого цвета в санитарном исполнении. И в коробке SSM эти модели продаются за 4500 рублей, и посмотрел, они сейчас есть в свободной продаже практически в любом крупном онлайн-интернет-магазине. И здесь на нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного бренда. Повторюсь, эту модель разработал Madimio Engineering, и это наглядный пример, как при желании данная контора может проектировать масштабные копии. И как раз здесь можно сравнить этот грузовик с теми автомобилями, которые проектируются для российского рынка. Также есть наклейка с артикулом модели, по которому можно найти ее в интернете. Указан прототип MAN 630, но здесь не указана модификация надстройки. Я предполагаю, что это универсальный кунг. Здесь закрыты окошки, но, возможно, внутри находится различное оборудование у настоящего автомобиля. Если это санитарный автомобиль, то там медицинская аппаратура и, возможно, носилки для перевозки раненых. И эти модели ничуть не уступают в плане проработки ранним грузовикам от Mini Champs. И, конечно, у Костромы не такой богатый ассортимент различных европейских грузовиков, но тем не менее, я смотрю, они потихоньку расширяют ассортимент и, видимо, стараются выйти на европейский рынок. И здесь также мне понравилось то, что в дисплей-кейсе есть дополнительный страховочный блистер, который прижимает модель к подставке и не дает ей развалиться при неправильной пересылке. Я вам недавно показывал дорогую модель от Autocult, у которой отсутствовали какие-то крепежные дополнительные элементы, и та модель, к сожалению, ко мне пришла совершенно в некондиционном виде, и по большому счету та модель на выброс. Я постараюсь ее отреставрировать, но это будет довольно трудоемкий и длительный процесс. Если вы посмотрите на цвет данного автомобиля, то в целом он подходит для немецкой техники того периода, хотя, возможно, на видеокамеру точный оттенок вы не получите. И я вот смотрю сейчас через объектив, на самом деле грузовик чуть темнее, чем вы видите на ваших экранах.
И здесь металлическая кабина, металлическая рама, пластиковая надстройка, пластиковые колесные диски и другие мелкие навесные детали. И когда я делал видеообзор на похожий грузовик с бортовой платформой, мне в комментариях написали, что у этой машины мягкий съемный верх, и на настоящем автомобиле он немножко отличался по цвету от кабины грузовика. Здесь Кострома просто все окрасила единым цветом. Конечно, лучше бы, если бы эта деталь была другого оттенка, но что есть, то есть. Здесь, в принципе, нечему удивляться, потому что данный бренд старается на всем экономить. Но у этого грузовика отлично проработан интерьер, окрашены сиденья, панель приборов, рулевое колесо, также наклеены маленькие декали, имитирующие различные органы управления, хотя элементы салона сложно рассмотреть сквозь маленькие окошки. Установлены небольшие стеклоочистители с фототравления, также довольно хорошо смотрятся зеркала заднего вида, правда здесь у меня водительское зеркало установлено не очень аккуратно, и также вид портят различные несрезанные элементы от литьевой формы. И, конечно, такие детали нужно перед покраской более тщательно подготавливать. Хорошо спроектированы покрышки, отлично читается боковая маркировка, это резина Continental, и также здесь довольно хорошо сделан протектор. И эта резина не черного цвета, а отдает сероватым оттенкам. Если, например, рядом поставить покрышку от Maestro Models, то резина от Maestro будет намного темнее. И здесь довольно мягкие покрышки, пока что не выделился пластификатор, они не оплавили подиум, колесный диск, и я буду наблюдать, как эта резина поведет себя через какой-то промежуток времени. Скорее всего, для страховки обод колеса или проклею, или сделаю подложку из фольги, потому что если оплавится колесный диск, будет сложно найти ему замену. И, кстати, я посмотрел, правый передний колесный диск здесь тоже имеет небольшие дефекты, пятнышки клея, но издалека это не сильно бросается в глаза. И здесь не только отдельные дверные ручки, но и поручни на боковых стенках кабины. Они окрашены в цвет грузовика. Также присутствуют подножки, топливный бак, запасное колесо, еще одна подножка для дверцы заднего отсека. Здесь рукоятка тоже сделана в виде отдельного элемента. Присутствуют элементы вентиляции, различные лючки, также 3 небольших канистры снизу, и на задней дверце здесь также установлена съемная лестница и еще какой-то прямоугольный элемент. Задняя светотехника здесь вполне нормальная, правда вид портят черные точки, обозначены сектора поворотников, и также здесь установлены небольшие катафоты, правда эти детали просто обозначены красным лаком. Здесь присутствует сцепное устройство, правда оно не функциональное, я думаю при желании можно сделать его рабочим, но придется деталь перекрашивать и подбирать краску, потому что эти элементы окрашены в цвет надстройки грузовика. Также с левой стороны здесь поставили 2 противоподкатных башмачка. Есть еще дополнительные ящики, окрашена выхлопная труба. И здесь на передней стенке надстройки также сделали топорик, кирку и лопату. Правда, эти детали отлиты единым целым, но из-за того, что они аккуратно окрашены и сделаны объемными, издалека выглядит, как будто это отдельные мелкие детали. Хорошо сделана передняя часть, установили регистрационный номерной знак, присутствуют буковки MAN. Также хорошо смотрится светотехника, немножко толсто сделаны прутки на защите фар, и также здесь более изящно могли изобразить габаритные усы. Но в целом за эту цену вполне приемлемо. И у моего грузовика не очень ровно установлен бампер, он смотрит куда-то вниз. И давайте я откручу эту модель от подиума, покажу, как она сделана снизу.
И снизу у нее очень хорошая проработка. Если вы смотрели мой предыдущий видеообзор на похожий MAN 630, то там точно такая же проработка ходовой части. И здесь для себя вы ничего нового не откроете. И у Premium Classics такой MAN предлагается только в одном варианте окраски, полностью темно-зеленый грузовик. Вот так выглядит ходовая часть. Отлично сделан задний мост, присутствуют карданные валы, раздаточная коробка, запасное колесо. Окрашен глушитель, на топливном баке установлена дополнительная защита. И мне также нравится, как здесь сделали крепежные элементы. Они не бросаются в глаза. Если вы открутите модель от подставки, поставите на стеклянную полку, они будут скрыты в раме. И здесь как раз видно пятнышко клея, но тоже не в самом видном месте, поэтому на эту недоработку можно не обращать внимания. Вот такой симпатичный грузовик, который я хотел вам показать в сегодняшнем видеоролике. Пишите ваши комментарии. Собираете ли вы различную импортную технику, есть ли в вашей коллекции модели от Premium Classics? Поддержите этот видеоролик лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются регулярно самые разнообразные видеоролики. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.